Друзья, всем привет из Никарагуа! Всем огромный привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы находимся в самом красивом городе Никарагуа, это Гранада. И сегодня мы покажем ее основные достопримечательности. Сейчас мы находимся в историческом городе Гранада. Сюда мы приехали из Лиона за 2,5 часа с пересадкой в столице Манагуа. Это видео я снимаю вам с центральной площади, потому что здесь находится наш отель, который я спешу вам показать. Это самое туристическое место. Здесь можно покататься на лошадках. Ну а мы направляемся в наш отель. Отель называется Плаза Колон, что в переводе с испанского площадь Колон, либо колониальная площадь. Пройдем в наш красивый ресепшн, заселили нас буквально за минуту, увидели нашу резервацию и провели в номер. На ресепшене есть уголок с книгами, в том числе есть книжка о Никарагуа. Можно почитать об основных достопримечательностях этой страны. Посмотрите, какая мебель. Видно, что она новая, но в историческом таком колониальном стиле. Кресло-качалки. Также на ресепшене можно выйти отдельно в бар. Здесь можно заказать себе кофе, различные коктейли, алкогольные напитки. Что мне нравится в колониальных отелях, то что всегда есть красивая терраса. Здесь небольшой фонтан. Можно отдохнуть на красивых диванчиках, изучить больше о стране информацию. Здесь также много журналов. Какая красивая картина. Изображена банановая плантация. Вот так вот вечерком можно заказать коктейльчик, здесь расположиться и отдыхать. Еще одна терраса. Здесь много столиков, скорее всего, здесь проходит завтрак. У нас он включен в проживание. Также здесь есть выход к бассейну. Сейчас он находится на чистке, но нам сказали, что через час он откроется, и можно будет также искупаться здесь. Открыт бассейн с 7 утра до 7 вечера. Есть несколько лежаков. Отдельно можно взять здесь чистые полотенчики. Наша комната находится на 2-м этаже. Сейчас мы вместе с вами пройдем, и я вам устрою подробный обзор. Всего в отеле 2 этажа. Со 2-го этажа красиво открывается вид на бассейн, на пальмы. У нас кровать king size размера. Как всегда, по центру стены видим красивую картину. Из необычного здесь есть кресло. Точнее, это кресло состоит из 2 пуфиков, где можно также прилечь, отдохнуть. Помимо этого, здесь прикроватные тумбочки, есть бра, большой телевизор, вроде бы даже хорошо работает интернет, поэтому можно смотреть и YouTube, и Netflix. Большой комод, там спрятаны все наши мелкие рюкзаки с техникой. Из необычного здесь есть кофеварка, можно просто воспользоваться как чайником, чистая водичка. Она, видите, в стеклянных бутылочках, поэтому, когда заканчивается, можно набирать в специальном фильтре на 1-м этаже. Также нам положили сахар, кофе, собственно. Ну а здесь у нас находится, наконец-таки, холодильник. На улице жарко, поэтому мы обязательно им воспользуемся, купим себе напиточки различные. Также здесь есть рабочий стол удобный. Здесь скрывается большой шкаф, и в этом шкафу есть гладильная доска и утюг. Что я заметила в Центральной Америке, то что здесь часто в отелях есть и утюг, и гладильная доска, много вешалок, сейф. За этой дверью скрывается балкон. Давайте выйдем туда, посмотрим на вид. Вон сколько здесь зелени, пальмы, и там бассейн, в который пойдем скоро купаться. У каждого номера на 2-м этаже есть свой балкончик. И единственное, что я вам не показала еще, это наша душевая. Здесь унитаз, есть фен, большое зеркало, раковина. А еще, знаете, здесь очень приятное мыло с отличным дозатором. Душевая комната, отличный тропический душ. Здесь, правда, чуть-чуть темновато.
Хочу отметить, что есть и шампунь, и кондиционер, и гель для душа, очень много полотенец. Выбором отеля мы, конечно же, довольны. Сейчас мы спустились на завтрак в зону бассейна. Здесь располагается шведский стол, где можно выбрать разнообразные блюда. Есть различные виды соков, масло и хлеб. Можно сделать тосты. Небольшая корзинка с выпечкой, фрукты, микс, ананас, арбуз, папайя. Также есть хлопья, есть различные джемы. Йогурт, да, йогурт также можно взять еще отдельно себе в упаковочке. Здесь есть панкейки, бананы жареные, сладкие, вкусные. Так, здесь мы видим бекончик и что-то еще из местного. Здесь рис с фасолью, а также какой-то омлет интересный. Ну и станция яиц, где можно приготовить различные виды яиц. Ребята, всем хорошего дня. Мы сейчас завтракаем и отправляемся смотреть красоты города Гранада. Выходим из отеля и сразу же видим главную площадь этого города. Сейчас пойдем туда гулять. Перед главным парком мы видим огромное количество запряженных лошадей. Здесь все предлагают конную прогулку. Стоимость начинается от 10-15 долларов за час. Можно совершить прогулку по колониальному городу. Также посмотреть другие интересные места. Возможно, с одной стороны, это, конечно же, интересно осуществить конную прогулку по городу, но с другой стороны, эти лошадки, они просто сутками здесь стоят, на жаре бедные, украшенные в какие-то дурацкие ленточки, поэтому, наверное, это все не так радужно, как хотелось бы, и лошадей здесь гораздо больше, чем туристов. С другой стороны, мы видим большое количество торговых палаток с различными снеками, водичкой. На площади практически всегда людно. Особенно оживает эта площадь вечером, потому что здесь проходят гуляния, праздники, концерты. Здесь находится множество столиков, где можно присесть, перекусить. Но я бы на месте государственных властей все это вообще бы снесла. Если поставить столики, то какие-то изящные, какие-то красивые кафе. А так, ну, я не знаю, это все портит всю эту культуру этой площади, всю ее красоту. Здесь вроде бы, знаете, и монумент красивый, и фонтанчик там красивый, и беседка. Но вот эти вот местные продавцы, большое количество лошадей, от которых, естественно, также есть запахи, все это портит. Вчера мы гуляли вечером и увидели, что здесь проходит праздник, поставили концертную площадку, там танцевали местные танцы очень красиво. Вот, поэтому вечером здесь интересно прогуляться, тоже посмотреть. Монумент в центре фонтана тоже красивый, но сейчас он не работает. Подошла поближе к беседке, и что мне в ней нравится, то что она очень похожа на главный собор. Сделана в такой же архитектуре, как и собор. Если вы смотрите наши выпуски из Центральной Америки, из Южной Америки, вы, наверное, уже понимаете, что мы потеряли счет посещенных соборов. Вот снова один из них. Центральные, главные, большие колонны красивые, высокие потолки. Пойдем внутрь церкви. В последнее время, когда мы заходим в церковь, обязательно проходит какая-нибудь месса. Но сейчас повезло, собор практически пустой, прихожан немного. О, кстати, здесь проходит сейчас бесплатная экскурсия по Гранаде. Если вы на сайте запишетесь заранее, то можно попасть на эту бесплатную экскурсию и заплатить только чаевые гиду. Вам расскажут больше об истории этого города, об архитектуре, проводят по самым интересным местам.
Ну а мы любим по таким городам гулять самостоятельно. В этой церкви особенно выделяются красиво расписанные потолки библейскими сказаниями. Совсем недалеко от центра располагается кафедральный собор Мерседес. Сейчас мы хотим зайти внутрь, а также, возможно, подняться наверх на башню. Также, как я уже говорил, можно подняться наверх, на колокольню, стоимость $1 с человека. Я решил один подняться, посмотреть панораму города, потом расскажу это все Томочке. Поднимаюсь наверх по очень узкой винтовой лестнице. Поднялся наверх я буквально за 2-3 минуты, то есть подъем совсем недолгий, невысокий. Посмотрим, какие виды здесь открываются. Во-первых, мы видим колокола. И здесь раз, два, 3 колокола. Ну и, конечно же, давайте полюбуемся видами. Сверху мы видим красивые одноэтажные домики цветные. Также, естественно, крыши черепичные. Город Гранада – самый туристический город в Никарагуа. Сейчас мне сказали, что будут устраивать перезвон колокольный, поэтому надо закрыть уши. Наверху и правда было очень-очень громко. Одной рукой я снимал видео, второй рукой пытался прикрыть ушные перепонки. Но вид и правда очень красивый. Красивая церковь, красивые улочки города Гранада. Также с этой обзорной площадки открывается вид на вулкан Момбачо. Действующий вулкан, на котором мы с вами еще побываем. Обычно Тому отправляем смотреть какие-то достопримечательности сверху, а тут я решил подняться. И что я тебе могу сказать, что шикарные виды, на самом деле, отличная панорама города, черепичные крыши, плюс вулкан Момбачо, на котором мы скоро побываем. Слушай, а там маленькое такое пространство или большое на башне? Там есть небольшие балкончики, по которым можно по кругу походить, погулять. Вот. Также я был свидетелем, как наверх поднялся звонарь и звонил в эти колокола, но он сказал всем, кто находится наверху, нужно закрыть уши, потому что было нереально громко. Просто нереально. Поэтому я одной рукой снимал, а второй рукой пытался закрыть уши. Поэтому... Это у тебя был интересный опыт. Да, интересный опыт, интересный вид, хотя не так высоко, но поскольку домики все одноэтажные в основном в Гранаде, ну максимум двухэтажные, то получилось красиво. Сейчас мы движемся в сторону озера Никарагуа по главной улице, которая называется Кальсада. Днем здесь не так много людей. В основном все приходят после заката солнца, после 6 вечера, потому что спадает жара, и можно гулять и наслаждаться красотой этой улицы. Прогулявшись по главной улице вдоль красивого бульвара, мы уже пришли к озеру Никарагуа. Сейчас мы дошли до касс, специальный офис, где продаются билеты на паром. Сегодня воскресенье, и паром этот ходит именно раз в неделю по воскресеньям. Теплоход курсирует, как я уже говорил, один раз в неделю по воскресеньям в 11 часов и в 15 часов. Сейчас мы купили 2 билета за 150 кардоб каждый.
Конечно, первое, что бросается в глаза, это громко играющая музыка на теплоходе. Все места на скамеечках на открытом воздухе уже заняты, поэтому мы зашли внутрь и расположились уже в закрытом помещении. Но внутри сидеть, конечно же, душно, поэтому мы вышли на открытое пространство. Также на палубе проходит какое-то шоу с местным клоуном с красным носом, но там слишком шумно, поэтому мы сейчас наслаждаемся видами на вулкан Момбачо, на соседние небольшие частные островки. Удалось поснимать в каюте капитана, как он управляет данным паромом. Все очень любезны, улыбаются, рады туристам. Небольшие острова, которые мы проплываем, называют Пенинсула. Их около 350, и они образованы благодаря извержению вулкана Момбачо. Так же, как и озеро Никарагуа, по которому мы плаваем. Раньше это была часть Тихого океана, а сейчас это самое большое озеро Центральной Америки. Сейчас наш паром пришвартовался у небольшого островка, который называется Сан-Пабло. Здесь расположена крепость, которая защищала город от пиратов в 18 веке. На осмотр этого форта у нас есть 25 минут. Здесь мы видим также множество туристов. Непонятно, как они сюда приезжают, как они потом отсюда уезжают. Здесь множество торговцев, продаются и кокосы, какие-то сладости, какие-то местные напитки, еда. В общем, сейчас все будем изучать. У нас 25 минут. На выходе из крепости взяли себе питьевой кокос стоимостью 60 кордоб. Прямо здесь при вас его раскрывают, как всегда, мачетой. Очень ловко. Не могу оторваться. Очень сладкий, вкусный кокос. Я думаю, что тебе тоже очень понравится. Освежающий. Да, я тоже так думаю, надо скорее пробовать. И воды очень много, на самом деле, мне кажется. Да, очень сладкий. Угу. Даже прохладный, да, несмотря на то, что без холодильника, но... 60 кордоб — это чуть меньше $2. На самом деле адекватная цена, да, после Мексики-то. Ой, класс. А после того, как выпили свой кокос, можно любезно попросить, чтобы вам его раскрыли напополам и полакомиться мякотью. Ну, кстати, мне нравится, знаешь, он не сильно такой жидкий, такой... Да, нам обычно не нравится, когда консистенция либо слишком жидкая, либо слишком твердая, а здесь... Да? Да, золотая середина, как говорится, кокосовая середина. Оказывается, на крепость можно подняться еще выше по лестнице. Наверху, конечно, от крепости осталось лишь каменное основание, небольшое заграждение, висит флаг Никарагуа. Ну а так это просто еще одна обзорная площадка с шикарным видом на озеро Никарагуа, на небольшие островки. Красиво растет дикий кактус, прямо обволакивает этот форт, и отсюда открывается особенно красивый вид на небольшое озеро. Да, небольшая лагуна, в которой даже купаются, мы видим. Здесь с нами было обнаружено дерево манго с плодами. Конечно же, зелеными, небольшими, но все-таки... Давайте покажу вам. Вот, допустим, манго. Ну, чем не манго, да? Или вот, скажем... Вот такие вот маленькие плоды манго здесь растут. Вот о чем я вам говорил. Местные жители резвятся здесь, купаются. Хотя водичка, не сказать, что прям очень чистая, но все равно озеро есть озеро. Желание охладиться всегда перевешивает. Кто-то устраивает здесь пикник, приезжают с едой, с напитками.
Сейчас мы плывем уже обратно. По дороге опять открывается вид на вулкан Момбачо, на лодочки, которые здесь проезжают. Эти лодки с индивидуальными турами, с групповыми, но они гораздо дороже, чем наш паром. Наш паром стоит $4 с человека примерно, а такие туры от $20 начинаются. А тем временем праздник на пароме продолжается. Местный аниматор развлекает отдыхающих, периодически поет песни. Считаю, достаточно профессионально открывает рот под фонограмму. Очень много экспрессии, эмоций, это главное. Вот и закончилась наша прогулка на теплоходе. Если будете в Гранаде на выходных, то обязательно рекомендуем посетить данный вид развлечений. Туристов было очень мало, в основном местные жители, потому что туристы не знают о такой возможности. В воскресенье 2 раза в день, в 11 и 15 часов. Я как будто рекламное лицо, да, этого теплохода. Да. Мы вообще случайно об этом узнали, прочитали в отзывах на Google, решили проверить, и каково же нашего удивления, что это действительно правда. Но на этом не заканчиваем наш выпуск, продолжаем изучать город Гранада. После нашей 2-часовой прогулки на теплоходе мы зашли в шоколадный музей, чтобы попить здесь холодного шоколада. Ранее мы всегда пробовали горячий шоколад, а здесь решили попробовать холодный. В этом шоколадном музее есть различные опции. Во-первых, здесь есть даже целый отель. Во-вторых, здесь проводят экскурсии и показывают, как готовят шоколад. Но мы решили это пропустить, потому что мы уже не раз смотрели, как его готовят. В-третьих, Никарагуа вообще популярен производством шоколада, поэтому здесь можно подробнее все детально посмотреть, попробовать. А также здесь еще есть шоколадный массаж. То есть вот такая, знаете, ароматерапия с шоколадом для лица. Возможно, я попробую, возможно, нет, но точно не сегодня. Заказали себе напиток, который называется никарагуита. То есть это шоколад с ванилью, корицей и бананом. Посмотрите, какой большой бокал. Ну, стоимость тоже, надо сказать, что $5 не совсем бюджетно. Напиток очень густой. Там много шоколада со льдом, бананом. Ну, что я чувствую, да? Корицу и ваниль чувствую меньше. Ну, наверное, просто сладенький, да? Не горький шоколад. Да, такой сладкий напиток с добавлением молока. Но не только шоколадом и кофе знаменит Никарагуа. Он знаменит также еще своим табаком. Поэтому мы сейчас отправляемся на небольшую фабрику сигар, которая находится в городе Гранада. Сигарная фабрика называется Дона Элба. И сейчас мы здесь посмотрим процесс производства. Нам здесь проведут небольшую экскурсию, мы надеемся. Сейчас нам любезно рассказала хозяйка данной фабрики, что в этой комнате соблюдается специальная температура. Хранение сигары должно быть от 65 до 75% влажности. Хранится около 20 тысяч сигар. Есть даже сигары, которые уже запакованы в большие коробки. Они отправляются либо в Америку, в Калифорнию, либо в Швейцарию, как нам рассказали. Ну, эта фабрика, хоть и небольшая, но она сотрудничает со многими странами. В том числе мы видели флаг России. Сейчас мы с вами вместе посмотрим, как же делают эти сигары. Человек, который их крутит, называется торсидор. И сейчас мы посмотрим за его работой. Сейчас нам рассказывают, что лист табачный бывает разной формы, разного вида, разного цвета. И при использовании, при скручивании сигары собирают несколько разных листов. То есть один придает аромат, другой придает цвет, другой больше для горения. И потом все эти листы, там 3-4 вида листа, они скручивают в один. После того, как
торсидор скручивает сигару в первый лист, который называется связующим. Он ее обрезает своим ножом, который называется чивета. Вот, после чего сигара кладется в пресс на 20 минут и ожидает своей участи дальнейшей. Сейчас нам рассказывают, что используют как раз разный лист. Первый лист, который обертывает, он называется связующий, после чего сигару кладут в пресс, а дальше уже ее перематывают листом покровным. То есть покровный лист, он как раз придает форму сигары, цвет ее придает, а первый связующий лист, он более жесткий, твердый, то есть он служит для того, чтобы скручивать начинку, именно табачные листы внутри. Сейчас мы видим как раз, как используется покровный лист. И в самом конце делается шапочка. Также она вырезается и сверху аккуратно наклеивается с помощью растительного клея. Этот клей из кассавы, либо юки. Потому что здесь очень популярна плантация именно юки. Это такой фрукт, похожий, овощ, вернее, похожий на наш картофель. Его именно используют как растительный клей здесь. После того, как сигара полежала 10 минут с одной стороны в прессе, 10 минут с другой стороны в прессе, ее как раз и заворачивают в покровный лист. Покровный лист натягивают, чтобы не было никаких зазоров, чтобы не было трещин. Потом смачивают растительным клеем, обрезают и краешек сигареты отклеивают. После чего берут чивету и обрезают. И еще разочек подклеивают. Потом с помощью специальной машины обрезают неровный конец сигары и делают шапочку. Также мы сейчас узнали, что торсидор в день крутит порядка 200 сигар. Не пахнет сейчас сигарами. Да, но это мы сейчас нюхаем лист мадура, то есть покровный лист. Да, запаха нет, но сам лист очень твердый, жесткий, ну не очень твердый, жесткий, вернее. Ну, он качественный, да? Да, он именно используется для обертки, то есть он не столько жесткий, сколько он тягучий, как сказать правильно, да, то есть он, да, он растягивается, принимает форму сигары, то есть, ну, на самом деле пахнет, да, то есть, ну, немножко другой табак, да, то есть такой приятный какой-то аромат, такой немножко мягкий, кофейный как будто. Так, теперь у нас будет профессиональный роллер, это Кирилл, правильно говорю, роллер? Ну, можно и так сказать, но более правильно говорить торсидор. Так, торсидор. Okay, I'm ready. Yes. What I need to do? А ты с рюкзачком, как ученик, да? Пока стажер. Сейчас я беру разные листья, они обладают разными качествами. Какой-то больше для аромата, какой-то больше для горения. Часть отрываем, кладем ее на добор, внутрь. Теперь снизу проделаем ту же самую операцию. Будет интересно посмотреть, какая у тебя получится сигара. Да. Как говорится, первый блин комом, поэтому не страшно. Получается такая колбаска. Немножко отличается, конечно, да, как мастер делал, да, и какая моя такая корявенькая. Если здесь сигары крутят, то здесь сигары упаковывают. Специальную индивидуальную упаковку, какие-то делают, упаковывают в наборы, и сигары, и сигарили. Получается такой наборчик. В данном случае упаковывают сигарили. Теперь сигары мы положили в пресс, в тиски и закручиваем посильнее. Также мы приобрели несколько сигар в подарок. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Оп, I will help you. да.
И сам бренд Донья Эльба – это то, как звали маму владельца, да, именно Донну Эльба. А самого владельца звали фаундер, то есть владелец компании. Этого мужчину зовут Сильвио Рейс. У него даже есть именные сигары SR. Как раз мы приобрели несколько штук. Специальные сигары с инициалами SR, владельца компании, которые были выпущены здесь в 2012 году. This is your cigar. Yeah, but it looks like better than... Good. No, it's good. It's good. It's going to be better now that I am going to put the wrapper. It's going to be short. Моя сигара постояла 20 минут под прессом. Теперь ее закручивают в покровный лист. Делают ее красивой. Смазывают клеем. Обрезают. После чего обрезают края и делают шапочку. Этот процесс мы с вами уже видели. После чего на сигару надевают специальный бант. Используя также растительный клей. И финальный этап – это упаковка сигары в индивидуальную упаковку. Кто мог подумать, что часть этой сигары сделал именно я. Muchas gracias. Muy lindo. Yeah. Бренд, который мы видим сверху, написано Донья Эльба. Я не видела, как это все упаковывали, но вот пришла, смотрю, очень красиво. Неплохо у тебя получилось. Да, как настоящий, как будто я заправский мастер. Слушай, если вдруг мы останемся без денег, теперь ты будешь Торсидором. зарабатывать, да, торсидором. Все, друзья, мы очень рады, нам очень все понравилось. Интересная экскурсия. Будете в Гранаде, если вы любите табак, хотя это и вредно для вашего здоровья, но все равно посещайте это место, смотрите, общайтесь. Порадовали Кирилла сигарами, а теперь время порадовать меня. Я записалась на массаж, как и хотела. Нашла здесь самый лучший массаж, который называется Bini Star. Здесь делают еще и маникюр, и педикюр, и также можно записаться на массаж. На ресепшене вежливо встречает девушка и говорит немножко подождать. Посмотрите, какой красивый массажный стол подготовили с цветочком. Висит картина, играет приятная музыка. Также есть еще одна комната с массажным столом. Сейчас мне сказали выбрать, которая мне нравится больше. Тоже здесь делают массаж с шоколадом, массаж горячими камнями. Я выбрала самый обычный. Здесь можно ознакомиться с тем, какой массаж здесь есть. У меня был 60 минут. Девочки, это просто потрясающий массаж. Я осталась в полном восторге, потому что помимо массажа у меня еще было прогревание. То есть после того, как мне сделали прям такой сильный массаж, на меня положили теплую ткань, либо, знаете, это как грелка была. И я во время массажа ног, пока мне делали, еще лежала вот с этой вот грелкой минут 10, наверное. У меня прям, знаете, вот и нос пробило, хотя вроде бы я не болею, но вот ощущение-то, оно просто великолепно. Настоящие профессионалы. Будете в Гранаде, обязательно заходите именно сюда, потому что здесь я действительно получила хороший, качественный массаж. Я думаю, что в ближайшее время у меня спина точно болеть не будет. Я сейчас возвращаюсь в отель, и вы знаете, я прям чувствую такую легкость после массажа приятную. Не знаю, как поведет себя спина в дальнейшем, но я прям реально в восторге от массажа, который я получила. Причем за всю поездку я ходила всего лишь на один массаж в термальных источниках в Сальвадоре. Это был мой единственный раз. Тогда у меня было полчаса, и плюс про меня еще забыли во время массажа. Если интересно, посмотрите этот выпуск. А сейчас это было прям реально очень качественно. Обязательно, ребят, будете в Гранаде, идите именно вот в этот спа-салон. Ну а если вам понравился этот выпуск о Гранаде, о достопримечательностях, о нашем отеле, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии и всем до новых встреч. А я возвращаюсь в наш отель, мы поехали дальше.